Привет, физкультурники! Итак, сегодня мы продолжаем серию видео про функциональный тренинг. Но, честно должен сказать, первое видео я как бы снял, все хорошо, все нормально, но я хочу частично его переснять и начать чуть-чуть по-другому все это строить, потому что видео здесь будет достаточно много, большое количество, поэтому мы начнем потихоньку снимать сначала каждое упражнение мы начнем с самого его базиса, как его надо делать, потихоньку, как его увеличивать и развивать само упражнение. И таким образом мы построим как-то, я думаю, что должно будет построиться очень неплохое, с одной стороны, про функциональный тренинг, с другой стороны, и библиотека для упражнений разного вида и развитие их с самого простого движения до более сложного движения. Итак, народ, обязательно, как всегда, не забываем, подписываемся, ставим лайки. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, начинаем, погнали! Итак, друзья, поехали. Итак, с чего же мы начнем? То есть в первом видео я объяснял, что такое функциональный тренинг, куда, зачем, почему и так далее. Поэтому мы не будем возвращаться к этой теме, не будем, по крайней мере, в этом видео, об этом всем обсуждать. Кто не видел, посмотрите предыдущее видео. Итак, что сегодня мы с вами, друзья, разбираем? Разбираем и начнем вообще мы все это дело разбирать, естественно, с приседания, сквот. Самое, что ни на есть функциональное движение в нашей жизни. Неважно сколько, но полжизни мы либо куда-то садимся, либо на чем-то сидим, либо на ком-то сидим, и так далее. Да, вы меня поняли, друзья. То есть всегда у нас есть это движение в таком или ином виде, и мы реально в нем проводим очень много времени. И это одно из тех движений, которые действительно надо отрабатывать, надо быть сильным, чтобы у нас был таз, ноги были сильные. Итак, я делю это, не только я, естественно, пользуюсь другими источниками, еще собираю разную информацию, все это собираю в кучу, и все, что мне из этого всего, естественно, подходит, нравится и совпадает с моим мышлением, и с тем, как я это все вижу, естественно, я вам это все передаю. Итак, сквот. Мы начнем его, не начнем, а мы вначале поделим его на квалификации. То есть, что у нас есть? У нас есть самое простое, самое начальное, это, естественно, бокс-сквот, или приседания на ящик. Следующий его уровень будет это Air Squat. Следующее после Air Squat мы переходим к Dumbbell Squat, то есть мы будем уже делать приседания с дамбелами. После этого мы идем на Back Squat, Front Squat и в конце у нас идет Overhead Squat. Итак, понятно, что это, в общем-то, более, скажем так, начальные сквоты всего, потому что с тех же дамбелл сквота мы можем приседать как ровно на плечах, так и на плечах держать чуть впереди, так удерживая их над головой, одной рукой, двумя руками, То есть у нас есть еще разные вариации всего этого, back squat, front squat, там везде есть какие-то нюансы, какие-то вариации, но мы будем рассматривать один пример от всего, а от этого уже дальше можно как-то развиваться, то есть я не знаю, буду ли я дальше про это снимать, потому что, в общем-то, мой интерес в этом и мое желание показать функциональный тренинг и упражнения функционального тренинга, как можно в них развиваться, а вот всякие нюансы и ответвления, я думаю, что либо, может быть, когда-то сниму, либо вы можете также найти, кому это интересно, и на других видео. Итак, друзья, сегодня мы разбираем, я думаю, сегодня мы разберем два первых варианта, это бокс-сквот и эйр-сквот. Итак, друзья, погнали. Итак, друзья, бокс-сквот или приседания на ящик. Кому они подходят? Естественно, они подходят, самое первое, которое может броситься нам в голову, это тем людям, которые совершенно не умеют контролировать вес своего тела, правильно играть с перемещением веса вперед-назад, вправо-влево, которым достаточно тяжело это делать. То есть это люди, которые или совсем не занимались никогда никакими тренировками, либо люди уже в возрасте, которым чуть сложнее с координацией. И для таких людей первоначально, как сквот, подойдет очень хорошо такое упражнение, как приседания на ящик. Итак, друзья, что мы здесь делаем? Первое. Мы ставим ящик на такую высоту, которой человек при приседании сможет держать правильно осанку и не бояться упасть назад. Самое главное, чтобы человек не боялся упасть назад. Итак, мы ставим ящик, скажем, на определенную высоту. В данном случае это у нас такая. Человек становится либо
впритык, если уж совсем страшно и боится человек, и совсем в самом, ну, как бы есть люди, которые действительно очень побаиваются, и приходится ставить их совсем к ящику. Если нет, то можно чуть-чуть в сторону от ящика, окей. И как и в прошлом видео, я напомню, друзья, секундочку отвлекусь, что мы становимся приблизительно на пятки наши должны быть на расстоянии друг от друга, начиная или от размера наших бедер, или до плечей. То есть слишком широко тоже не надо уже в сумму уходить, и слишком узко тоже может быть не совсем удобно. То есть вот среднее это размер наших бедер, да, расстояние наших бедер, либо чуть-чуть шире это плечей. Носки при этом мы разводим в стороны приблизительно градусов на 30. Когда мы начинаем движение, мы всегда следим за тем, чтобы наши колени всегда уходили в сторону носков. Неважно, идем мы вниз, идем мы вверх, они идут в сторону носков. При этом, что мы делаем с тазом? Переходим к ящику. Итак, мы встали перед ящиком. Окей, что мы делаем? Когда мы садимся на какой-то стул, когда мы что-то либо где-то садимся на что-то, да, мы не просто вот плюхаемся, да, то есть мы производим какое-то движение. Обычно я человеку говорю, если он даже не понимает меня или не врубается, какими мышцами надо двигаться, такое тоже бывает, я говорю, просто сядь на стул. Что человек делает? Бум, отводит задницу назад. Правильно. Он отводит задницу назад. Поэтому мы человеку говорим, стоишь на всей пятке. То есть человек должен чувствовать, что он стоит и на всей стопе, извиняюсь, не на всей пятке, на всей стопе. Полностью. Носки касаются пола, ног. Пятки ног касаются пола. То есть стоим полностью, вес ровный. Теперь что мы делаем? Мы удерживаем ровную спину. Не надо делать всякие лордозы, передвижения тазом. Не надо. Просто стоим ровно, нейтрально. Из этой позы мы, друзья, отводим немного таз назад и опускаемся вниз. При этом стараемся удержать равновесие, как я сказал, по середине стопы. И встаем. То есть человек может просто отвести, присесть, коснуться, если он чувствует себя уверенно и хорошо, и обратно встать. Или если человек более пожилой, скажем, ему более сложно, он может не просто коснуться, он может отвести таз назад, опуститься, сесть, расслабиться. Окей, после этого опять, сидя на коробке, переводим вес чуть-чуть вперед, чувствуем, что вес пошел на ступни, чувствуем, что он посреди ступней, и отсюда мы уже, перенося вес на ноги, с ног начинаем ровно вставать вверх. Теперь, начальная начальная стадия может быть, и бокс может быть любой высоты. То есть я специально взял бокс такой высокий, чтобы было видно, что когда я присаживаюсь, у меня таз очень высоко, по сравнению к колену. То есть это тут движение очень короткое. Но как только человек начинает потихоньку привыкать, что мы делаем правильно? Мы и укреплять, не только привыкать, но также укреплять свои мышцы и становится более уверен в своей координации. Мы правильно опускаем его ниже. И продолжаем то же самое. Сел, встал. То же движение, то же самое. Привык, опустили еще ниже. Таким образом мы приучаем человека полегоньку, потихоньку, постепенно управлять своим телом, своими мышцами, понимать, где у него находится вес тела, как он работает с координацией, и потихоньку человек начинает садиться. Это первое упражнение, которое мы начинаем учить людей. Дальше погнали. Итак, друзья, и дальше мы идем следующим образом. Мы убираем, как только человек достаточно низко. То есть, давайте скажем так, мы доходим с высотой бокса до такой, и мы доходим до такой высоты, будет более правильно сказать, мы доходим до такой высоты коробки, где человек, садясь на нее, доходит уже до параллели между тазом и коленом. И он чувствует здесь себя совершенно уверенно. Окей? Теперь, как только он до этого дошел, чувствует, что он уверен, что он хорошо, переходим дальше. Мы убираем коробку и начинаем учить следующее. Это уже называется Air Squat. Вторая ступенька в изучении сквота. Air Squat означает сквот с весом собственного тела. То есть, в общем-то, если человек чувствовал себя достаточно уверенно, хорошо, и не было никаких проблем с коробкой, он садился, и уже было классно, даже, я вам скажу, более того, если человек уже чувствовал, что он хорошо садится достаточно низко, ему уже может попробовать добавить какой-то вес на тело. Он может уже взять, скажем, какой-нибудь и гантельку, гирьки, что-то положить на плечи, попробовать даже с ними сесть на коробку и встать, чтобы
почувствовать, как работать с весом и быть более уверенным. Следующий вариант, мы переходим к Air Squat. Air Squat, как я и сказал, работа с собственным весом. То есть та же стойка, то же самое мы стоим, ноги на ширине таза, до плеч, носки в стороны чуть-чуть, колени всегда идут туда. И все то же самое. Мы ушли чуть тазом назад, присели до параллели, встали, держим спину ровно, плечи вверху, не нагибаемся, не падаем. То есть мы не делаем вот таких вот движений, чтобы сесть, да, ровно. Отвели чуть-чуть таз назад, поймали середину, опустились вниз, встали. Опустились, встали. И мы начинаем учить человека уже собственным весом потихоньку приседать. И переход от этого к этому, то есть, в общем-то, даже не переход, а как только человек начал уже делать Air Squat, тут уже только остается потихоньку его накачивать и нагружать этим упражнением, чтобы просто мышцы, во-первых, чуть больше поукреплялись, потому что все-таки тут уже не на что сесть, и мышцы постоянно в работе. Второе, и просто чтобы человек уже как можно лучше привык к мысли того, что он садится нормально, без веса, чтобы он был уверен в себе, совершенно спокойно. И как только он это уже понимает и он уверен, мы можем переходить дальше, уже на него вешать какой-то вес. И уже потихоньку начинать работать с весом. Кроме того, Air Squat сам по себе еще очень хорош тем, чтобы на нем отточить просто еще само упражнение. Итак, друзья, на этом мы будем заканчивать сегодня первое видео из серии по функциональному тренингу. Окей, и надеюсь, вам было это полезно. Обязательно берите на вооружение, пробуйте на своих подопечных, пробуйте сами, если вы до сих пор не умеете правильно приседать, пробуйте это сделать как положено. Оставайтесь, как всегда, лайки, подписки. Друзья, вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно. Поэтому обязательно все это ставим и увидимся в следующих видео, народ. Да пребудет с вами сила. Пока.